Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас или перипетиях каких-то судьбы. Но в целом, я так надеюсь, какую-то информацию вы получите. И инсайт, безусловно, тоже. Будем допускать альтернативные варианты развития событий и вместе размышлять. Я уже приготовила колоду. Это у нас сегодня колода Таро иллюминатов. Поэтому давайте мы достанем основные карты. И первое, как традиционно, у нас будет звучать, что важно знать или чему придется уделять, может быть, больше внимания на этой неделе. Вторая карта, чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или что нам может помешать, мои дорогие львы и львицы. И тогда, что же нам будет помогать? Что в нашу пользу, что за нас? Посмотрим для вас, что скрыто. Вот такую карту достанем. Может быть, мы чего-то не замечаем, может быть, еще какие-то обстоятельства. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, энергии посмотрим. Что же у нас по финансам, как видят карты, энергетику этой недели. Посмотрим мы с вами и личную жизнь, и достанем совет от карт, чтобы баланс общий провести всем картам, которые мы достали до этого. Итак, что важно знать? Вот так. Все серьезно, мои дорогие львы и львицы. Карта императора – это вообще огненная энергия, ваша энергия. Это может означать карта, как вы куда-то собираетесь, предположим, в высокие инстанции что-то согласовывать, оформлять документы. Или есть те вопросы, которые, для вас на повестке дня будут очень актуальны. Они тоже предусматривают либо взаимодействие с людьми, которые занимают просто высокие посты, тут разные ситуации, либо это люди, где-то представители власти или каких-то властных структур, такое тоже может быть, или люди в форме, такое может где-то проиграться. Но это всегда и иерархия, любой император – это система, структура, порядок. И карта нам сразу говорит, через голову руководителя, к примеру, мы не прыгаем. Или даже если мы чувствуем свою правоту или, знаете, крепкую позицию, вот такое у вас ощущение будет, что я сейчас могу свернуть горы. Горы оставим на месте, но вот как будто по ступенькам этой иерархии больше есть смысла пройти, нежели брать реваншем какую-то высоту. То есть уважаем саму по себе власть, понимаете? Вот есть такой момент. И тогда для нас многие вопросы решатся либо сами по себе, либо быстрее, либо мы найдем где-то отклик в сердце человека, или быстрее договоримся. Но, безусловно, потенциально такая благополучная неделя для себя что-то решить. Давайте посмотрим неожиданности. Энергии, по крайней мере, хватит. Ого, неожиданности. А в неожиданностях у нас карта алхимика, это карта мага, когда для нас нет ничего невозможного. Но власти, структуры, повторяюсь, все же мы уважаем. И алхимик – это ведь кто? Это тоже где-то власть, но это закулисная власть. И поэтому, ведь это можем быть не только мы с вами, это может быть человек, который тоже ловкий манипулятор. И поэтому предугадать, просчитать на пару шагов вперед определенно стоит. Или побыть в позиции серого кардинала, да, история, много случаев, даже из литературы художественной мы знаем, это тот, который как раз руководит, как будто манипулирует. Может быть, люди для него марионетки, может быть и такое значение. Но это когда никто не догадывается о том, что мы как-то ловко обошли какую-то ситуацию. Или когда мы провзаимодействовали с человеком, и он принял решение, и он где-то уверен, что это его собственная позиция. Но придется, видимо, в таких энергиях быть, чтобы как чего-то не упустить или для себя сделать намного больше, как-то с меньшими потерями энергии даже, будем говорить, с хорошим настроением. Когда мы настроены вообще, в принципе, на то, что ситуация в любой момент может поменяться. А маг как раз, он на неожиданности настроен лучше всех. Он понимает, что то, что есть на данный момент, оно тоже где-то имеет свои либо острые углы, либо варианты
как в любой момент ситуация может поменяться. И быть готовым и держать руку на пульсе определенно стоит. И тогда не доказывать кому-то что-то, а именно как будто проскользнуть лучше по течению, да, жизни и провзаимодействовать с тем, что нам приносит судьба. Вот определенно мы тогда да практически многие вопросы можем как закрыть, решить, да и на будущее сделать что-то очень положительное для себя. Серьезные энергии для вас, мои дорогие львы и львицы. Давайте посмотрим, что будет мешать или чему сейчас не время холодности. Несмотря на то, что у алхимика достаточно внутренние энергии такие холодные. Это здравомыслие в первую очередь, рационализм, логика и в то же время работа интуиции и интеллекта. Понимаете, он связует как внутреннее какое-то состояние своей души или собственных намерений, так и умеет вовремя подметить какие-то нюансы. А по королеве мечей от чего-то отказаться мы захотим. Или вынести свой вердикт, сказать кому-то «прощай», например, или с кем-то разобраться может захотеться. Все же это у нас про образ Юдифии, как мы знаем, она отрезала долго, примирялась, но потом она все рассчитала и сделала свой главный ход, который стал историческим фактом. Так вот, для вас как будто в позиции не время. Не время с кем-то, словно, понимаете, увеличивать дистанцию или от чего-то, или от кого-то отказываться, сжигать корабли, или сказать себе, ну вот этим я заниматься точно не буду, или объявить об этом кому-то, может быть и так. Какая-то холодность может быть в общении с людьми, нам тоже может помешать. Алхимик не подразумевает, что он под кого-то подстраивается, нет. Но тем не менее он демонстрирует ведь лояльность, а по королеве мечей есть определенная, такая позиция, когда мы сами по себе. Вот, видимо, взаимодействовать с окружающими нам все же придется. Примите это во внимание. Что же будет помогать для вас, мои дорогие львы и львицы, когда мы открыты новому, когда мы готовы учиться чему-то? Может быть, вы уже какую-то заняли позицию, себе что-то наметили в план, и когда мы готовы буквально, может быть, пойти на курсы или изучать язык, или изучать себя, может быть, в какой-то профессии. Посмотрите, у нас адепт показан, который с упоением что-то учит. Вот у вас такое что-то подобное может быть. И здесь у каждого по-своему, какая-то у каждого своя наука. У кого-то из вас, может быть, просто по вашему месту работы поменялись какие-то условия, либо какие-то приказы, и мы тоже изучаем. Вот здесь наши новые знания в последующем нам принесут доход. Когда мы переходим как будто на другой уровень. И иногда это сдача экзамена, и у кого-то из вас вы сдадите успешные экзамены, мои дорогие львы и львицы. Получите, значит, документ, сертификат, может быть, у кого-то и диплом, хотя сейчас вроде бы так по времени не очень для дипломов, да, есть цикличность. Ну, или что-то вы получите, вы останетесь довольны. И в последующем для вас это откроет новые перспективы. У кого-то это может быть жизненный экзамен. Мы завершаем один жизненный этап и переходим на другой. И эта карта прогресса нас ждет в чем-то успех, может быть, признание, признание нашей экспертности, и прибавка либо к жалованию, либо, если для вас это бизнес, значит, есть возможность его расширить, зону своего влияния расширить или получить новую должность. Что-то тут такое с учетом карты императора, когда для наших честолюбивых планов мы можем сделать в плюс. Давайте мы узнаем, а что же скрыто? А вот надо быть внимательному и аккуратному, и не случайно вот такое сочетание. Эта карта второй иллюминатов про образ Медузы Горгоны, мои дорогие львы и львицы. И, как известно, Медуза Горгона пострадала из-за своей доверчивости и веры в людей, в их порядочность. Не просто в людей. Там была богиня Афина Паллада. Но вот каков бы ни был высок по иерархии человек, у вас выпадает карта император, она может говорить и о том, что это вы столкнетесь с такой персоной, которая тоже должна быть где-то беспристрастна в своих суждениях, рекомендациях, вердиктах, а человек может себя повести так, что у него будет какая-то своя меркантильная идея, и он ей на горло не наступит,
в ущерб себе, в угоду вам. Будьте внимательны. По этой карте есть еще такое значение, опять же, если возвращаясь к мифологии, Афина Паллада, почему она из прекрасной девы создала страшное чудовище, которое мы все знаем, Медуза Горгона. Так вот, не что иное, как зависть, поскольку Медуза была самая прекрасная девушка, о которой мечтали все. И она затмила своей красотой саму богиню-воительницу. Мои дорогие львы и львицы, вы люди видные, импозантные, вас сразу заметно в обществе, и зависть у нас никто не отменял. Поэтому не будьте где-то расслабленно наивными, что все люди, увы, ну, как-то искренне относятся. Иногда ведь транслировать можно одно, а думать совершенно другое. Одним словом, вы сами должны себя страховать. Вот мы какой-то, знаете, подвох можем не заметить. И по этой карте, даже если мы отправляемся в места, где, может быть, 1000 раз были, все равно нужно держать руку на пульсе, потому что как-то могут либо измениться обстоятельства, либо, ну, еще какие-то могут быть эпизоды, детали, которых мы не ожидаем. Примите во внимание. Дела, работа, бизнес. Принц жезлов. И по принцу жезлов 3 момента. Это как информация, либо новость. Второе – это скорость. И третье – где-то поездка. Либо наша, либо к нам кого-то. Поэтому это у вас на дела. Достаточно энергичная карта и динамичная. Значит, неделя где-то пройдет, скучать будет некогда. Может быть, это вы будете куда-то отъезжать или много будет вопросов. Либо, мои дорогие львы и львицы, придет какое-то известие, когда в принципе придется быстро собраться, и даже если это где-то не входило в наш план, куда-то поехать и что-то решать, может быть, на местности, в другом каком-то либо городе, либо, может быть, это будет какая-то инстанция, не обязательно же это далеко. Или вы будете планировать спешно какую-то поездку. Есть динамика вот в этих 3 позициях, и они просто проиграются у каждого по-своему. Давайте посмотрим, что с деньгами. Праздник после победы, мои дорогие. Вообще 4 жезлов, прекрасная карта, люблю ее. Помимо победы, помимо уверенности, все-таки 4 жезла, как 4 столпа. Это когда у нас все под контролем. Так есть еще и праздник. И это на деньги. Это действительно что-то по финансам вас порадует на этой неделе. Или вы какую-то сложную задачу, может быть, по финансам решите, если это не напрямую получение денег. Или, может быть, согласование с банком с учетом, что у нас выпадает карта император. Или еще какие-то ваши проекты с финансовым подсмыслом. Это может быть, к примеру, и ведь недвижимость, такое тоже может быть, но конечный итог, эквивалент все равно денежный, финансовый. Значит, что-то вы тут решаете себе в плюс. И поэтому есть чему радоваться. Но я бы не сказала, что если для каких-то глобальных покупок, таких вот, знаете, вау, сейчас время, когда выпадает карта именно мага-алхимика. Алхимик ведь это у нас человек, который, в принципе, не нуждается в каких-то материальных благах. Есть такой момент, он где-то похож в этом на отшельника. Для него вот этот внешний фетиш, он не имеет никакого значения. Для него намного важнее внутреннее содержание. Поэтому, если в плане есть покупки, просто как-то придется продумывать детально. Я бы сказала так. В личной жизни, что для вас может быть встреча с новым человеком, кто знает, может быть, это ваш партнер, мои дорогие, по браку, если он рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Может быть, он имеет там асцендент, а может быть, он по луне, это проигрывается, кстати, по луне проигрывается, особенно у кого сейчас, допустим, или из ваших партнеров луна в весах. Вот это может иметь значение. Тогда это действительно мысли человека и ваши планы совместные, может карта о них рассказывать. Вы будете что-то планировать наперед. Но для всех остальных, с одной стороны, как совет, все то, что я перечисляла по карте император, энергии где-то похоже в том, что это люди, наделенные властью. Либо это какой-то вопрос, который мы должны решить,
ну, исходя из какой-то логики и здравого смысла. Нет здесь места для эмоций. Ну, у вас вообще как бы эмоций, обратите внимание, ни одной карты нам не выпало. Но посмотрим еще совет. Но, тем не менее, более рассудительно, хладнокровно нужно относиться как к событиям, как к своим собственным намерениям, как к обстановке, чтобы у нас карта алхимика, повторяюсь, как-то подстроить обстоятельства или адаптировать сложившуюся обстановку к тому, что вы планировали. Вот тут есть такой момент. Хотя по королю мечей для кого-то из вас могут проходить, мы смотрим на личную жизнь. Например, идут люди, работающие с металлом, или люди узкой какой-то направленности, профессии, специалисты, как врачи, так и, может быть, дома вы что-то будете переделывать или реструктурировать, улучшать, комфортным более делать жилище, и вы пригласите кого-то из мастеров или людей сведущих и что-то будете планировать. Но есть элемент такой, что если что-то важное стоит на повестке дня по этой карте, мы должны где-то в соответствии с законом, я повторяюсь уже, по императору где-то это тоже звучало в плане иерархии. Поэтому, если необходимо консультация юриста, если, может быть, это адвоката, может быть, мы правда сталкиваемся с каким-то законом или с человеком, который вот в форме, наделенный властью, значит, мы не имеем права на ошибку, мои дорогие львы и львицы. И лучше дать, так скажем, заднюю до того момента, пока мы изучим, как закон работает в отношении нас. Правда? Мы не должны в чем-то ошибиться. И мы не должны показать, у нас выпадает королева мечей, мы сказали, не время выносить вердикты. Значит, если мы с такими людьми сталкиваемся, мы не должны демонстрировать, что мы сильны сейчас, или у нас там, допустим, куча связей, или мы сейчас совсем быстро разберемся. То есть, ну, есть такой момент, когда пафос будет неуместен. Может быть, и захочется, может быть, и вы правы, но здесь определенно мы таким поведением себе можем навредить, поскольку нам выпадает королева мечей. Поэтому будьте аккуратны. Давайте мы посмотрим совет от карт. Нам говорят, вот эта карта двойка пентаклей, ничто так не постоянно, как перемены. То есть та обстановка, которая на этой неделе, что-то будет в последующем меняться. И люди, может быть, тоже будут меняться. Значит, мы никому ничего не обещаем. Эта карта двойка пентаклей подразумевает как раз значение такое. Так и люди, которые нам что-то с точкой обещают, как будто тоже не следует доверять. Не потому, что нас даже хотят обмануть, а будут изменения в чем-то. И у человека перемены тоже как будто будут. Он о них не знает сейчас, обещая вам что-то. А в последующем у него что-то резко начинает меняться, и он о вас забудет. То есть где-то не сдержит слово. Вот есть такое значение, я его должна сказать, поскольку это идет как карта совет. Совет быть легким на подъем, мои дорогие, попробовать себя в новом деле, попробовать себя в каком-то новом качестве, амплуа. Даже мы можем включиться в те вопросы, которыми прежде, может быть, мы не считали себя экспертами, или мы никогда не выполняли эту работу. Так вот, по этой карте у нас что-то получится лучше, чем у профессионала. И самое главное, двойка умело взаимодействовать с людьми. У нас жонглер показан на карте совет. И у нас как раз великий манипулятор, алхимик, в неожиданностях карта. Поэтому где-то манипулировать придется, но делать это красиво, мои дорогие львы и львицы, элегантно. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.